девушки в домашних условиях начинают какого-то хрена наносить кокосовое масло. И, наверное, один из самых-самых популярных туториалов на ютубе. И дальше, боже мой, смотрите, что она делает. Она одевает какой-то пластиковый мусорный пакет. Это просто ужас. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И с вами снова одна парикмахерша, как меня недавно назвала героиня предпоследнего видео, на которое я записала реакцию, и после этого она выпустила аж целых 3 видео с реакцией на реакцию. Все подробности нашего конфликта есть в моем инстаграме, поэтому подписывайтесь, пожалуйста. Также в инстаграме я достаточно часто делюсь какими-то нюансами салонной жизни, историями про неадекватных клиентов и какими-то лайфхаками для волос, поэтому если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Сегодня у нас с вами будет просто невероятное видео. Мы сегодня с вами будем смотреть, наверное, один из самых-самых популярных туториалов на ютубе по тому, как сделать пепельный блонд в домашних условиях. Самое примечательное, что это видео собрало 7 миллионов просмотров. Честно говоря, некоторые клипы каких-нибудь популярных исполнителей то собирают меньше, чем это видео. И, в общем, в это видео девушка нам предлагает в домашних условиях стать платиновой блондинкой. И вы знаете, мне кажется, что это видео это просто родоначальник всех бед девчонок с англоязычного ютуба, потому что здесь такое количество ошибок, что у меня волосы просто на дыбы становятся. Давайте смотреть. Первое, что мы видим, что девушка наносит на свои волосы подогретое кокосовое масло, и в частности она наносит не на длину, а непосредственно на корни, то есть там, где она будет осветлять. Девочки, вот эта вся кокосовая история, она хороша только в батончиках Баунти, понимаете, либо там в присыпке на паске. Все, забываем мы о том, чтобы использовать кокосовое масло при осветлении. Почему я так говорю? Потому что даже некоторые парикмахеры, они на полном серьезе советуют клиентам заниматься этой дичью. Объясняю, как работает кокосовое масло для самых непонятливых и любителей всего натуральненького и органического. Когда вы наносите просто кокосовое масло на волосы, в принципе, вы рискуете тем, что оно вам высушит и без того сухие волосы. Как вообще действует кокосовое масло? Когда вы его намазываете, да, и потом начинаете его осветлять, порошок, вместо того, чтобы работать положенное свое время работы порошка, оно, безусловно, лимитированное. Самая активная реакция при порошковом осветлении начинается там на, по-моему, 15 минуте, если мы рассматриваем 3,6% окислитель. И после этого, да, сама реакция нарастает до 50 минут, и после 50 минут выдержки она начинает уже не только осветлять волосы, но и к тому же их дополнительно разрушать и портить. И в данном случае, когда девушки в домашних условиях начинают какого-то хрена наносить кокосовое масло, хотя ему место, не знаю, в вашем желудке или в холодильнике, не знаю, что там, пятки умазать, да, но по каким-то неведомым мне причинам очень многие американки любят так делать. Ну, допустим, получается порошок на первых минутах, он вместо того, чтобы уже осветлять ваши волосы, вы, получается, как бы оттягиваете вот это, да, время, когда он непосредственно начнет действовать, потому что сначала порошок будет разрушать это кокосовое масло на ваших волосах. То есть это плюс одна дополнительная, будем говорить, химическая такая реакция, да. Я образно говорю, поэтому я типа в кавычках. И вторая проблема это в том, что вследствие того, что порошок какое-то время будет бороться, да, с кокосовым маслом на ваших волосах, то соответственно, пик этой реакции, да, он придется намного позже. Соответственно, тогда, когда уже вам-то по-хорошему нужно было смывать, также еще риск того, что вы наносите кокосовое масло, то ваши корни достаточно хорошо не осветляются. Девочки, если бы нужно было наносить кокосовое масло на волосы, поверьте мне, производители профкосметики выпустили бы уже 101 бутылек и с кокосовым маслом, с кокосовым смешанным еще с каким-то маслом, предлагали бы пользователям щедро поливать свою голову, чуть ли не окунать в тазик с каким-либо маслом. Поверьте мне, они бы не упустили эту возможность на вас дополнительно заработать, потому что чем шире ассортимент, да, у профсегмента, тем, как бы, ну, соответственно, больше оборот. Я думаю, это простая бизнес-истина, которую не нужно объяснять. Так вот, ни один производитель, не рекомендует наносить какое-то масло на вашу кожу головы. За исключением есть, безусловно, масла, они именно на кожу головы наносятся. Допустим, вот в Нюк есть, которым я тоже, да, пользуюсь, и для клиентов я закупила. Это наносить локально на те участки, которые, допустим, воспаленные, да, у клиента, либо клиент недавно помыл голову, и нужно именно вот кожу головы защитить, но не промазывая вот так вот все волосы, которые будут осветлять. Ошибка у девушки — это огромнейшие корни.
нафига такие корни длинные? Если же вы решили, что вы платиновая блондиночка, то, пожалуйста, красьте вовремя корни. Во-первых, это смотрится очень грязно, когда это отрастает. Во-вторых, для того, чтобы порошок вас оптимально и хорошо очень осветлил, вам нужен небольшой зазор. Для порошка максимум 2 сантиметра. Для краски это максимум 1 сантиметр. Максимум. Именно поэтому, почему все мастера говорят блондинкам, да, часто красятся, просто для того, чтобы не было вот такой ситуации, какая будет в дальнейшем развиваться в нашем видео. Давайте смотреть. Девушка вот хорошо прочесывает волосы и решает разделить волосы на 4 секции. В целом это достаточно разумно. Я тоже у себя на канале показывала, как себя можно в домашних условиях самостоятельно окрасить, поэтому если вы еще не нашли годный туториал, то советую обязательно заглянуть, перейти под мое видео. Вот, девушка разделяет все резиночками, можно закалывать резиночками, можно крабиками, у кого что есть в наличии. Мне удобно именно крабиком, потому что резиночку потом надо, знаете, распутывать и так далее. Крабик ты взял и пошел. Смотрите, какой набор есть непосредственно у девушки. Это окислители 6% и какой-то порошок. Вот эта фирма Salon K, я всегда не могла понять, блин, у видеоамериканок, какого черта они используют постоянно один и тот же вот этот вот бренд Salon K и тонировку от Wella. И, знаете, это было просто из видео. И в какой-то одной реакции я спросила девочке, говорю, вообще, что это за парадокс, что это за заговор масонов такой, почему у них одни и те же продукты? Мне моя подписчица, которая живет в США и хорошо знает там эти обычаи, она мне рассказала, что вот это вот бренд Salon K, пудра там есть определенная Quick Blue от L'Oreal, это, в общем говоря, единственные продукты, которые можно купить в драгсторах, да, что-то типа наших бытовых магазинов, там, где, я так понимаю, продается, ну, бытовая химия, вот, и там вот единственное, что доступно, это вот такие вот средства. То есть остальное профкосметика, сколько я знаю, да, то она продается по лицензии, либо же вы можете там на eBay заказать, вот, но именно так, чтобы прийти и купить, это вот единственные продукты, поэтому очень часто в западных видео фигурируют одни и те же бренды и одна и та же тонировка, не потому что девушка считает, что это что-то очень хорошее, это просто то, что они физически могут пойти в магазин и купить. Разделили мы наши сальные волосики, и девушка решает замешивать пудру, да, с окислителем, это все на глаз, она 2 ложечки набрала, это где-то около 60 грамм, и, ну, около, да, я говорю, мы точно не знаем. Вообще лучше всего, конечно, по весам, потому что, когда вы дополнительно разводите, там, допустим, какую-то дополнительную, да, порцию, то вы сможете выдержать пропорцию. Порции это одно, если вы еще учитесь в школе, пропорции это одно из самых важных вообще правил, да, если вы собираетесь стать парикмахером или колористом, очень важно знать пропорции, как их вычислять и так далее. Поэтому, если вы в школе, то учите усиленно пропорции, потому что, честно говоря, некоторые взрослые люди даже не понимают слово пропорция и не понимают, что означает 1 к 2, либо там 1/3. Итак, мы смотрим, что девушка начинает спереди осветляться. Это, сразу говорю, ошибка, потому что мы всегда начинаем осветляться затылком при самостоятельном окрашивании. Потому что, когда вы начнете осветлять непосредственно уже затылок, да, вы вот это вот своими рукавами, либо руками, вы будете вот тут все счесывать, соответственно, осветляющий порошок, он будет как бы размазываться на те части, на которые бы не следовало. У девушки так супер переосветленные волосы. То есть, посмотрите, у нее там стена, да, белая, и мы видим точно такие же белые волосы. То есть, одно попадание, знаете, пудрой на такие волосы, либо протяжка подлиннее, это, конечно, ну, вероятнее всего, закончится очень-очень печально. Могу похвалить девушку в этом плане, что она достаточно аккуратно промазывает корни, насколько это возможно, в принципе, с порошком. И я не большой фанат порошкового осветления, потому что такую базу, как у девушки, прекрасно взяла бы краска, но, конечно же, такой супер светлый блонд возможно получить исключительно на порошке. И девушка очень аккуратно, тоненькими такими секциями, да, прочесывает и смотрит на себя в зеркало. И, очевидно, сзади там стоит камера с окошечком, либо еще одно зеркало. Это достаточно хороший способ. Единственное, что, если вы все-таки осветляетесь дома с порошком, ну, попросите подружку, маму, сестру, там, брата, я не знаю кого, ну, по крайней мере, не домашнее животное, да, чтобы вас просто кто-то покрасил. Потому что все-таки самостоятельно не
так аккуратно будет, но девушка, как для самостоятельного окрашивания, она вполне хорошо справляется. Не падаю там в обморок от того, что она использует 6% окислитель, потому что на коже головы, как я уже неоднократно говорила, 3, там 1%, 2%, 3 и 6 максимум можно использовать, и для такого очень светлого блонда, конечно же, ну, троечка ее не вытянет, это однозначно. И дальше, боже мой, смотрите, что она делает. Она одевает какой-то пластиковый мусорный пакет. Это просто ужас. И она его там вот на затылочке завязывает. Я не понимаю, девочки, зачем вы надеваете все эти чертовы пластиковые пакеты? Под пластиковым пакетом любая реакция, она мало того, что, да, быстрее будет протекать. Вы просто можете, за тем, как вы там пьете чай, там едите печеньки, вы просто можете не заметить того, что ваши волосы уже горят. Когда мы перекрываем доступ кислорода, именно все вот эти вот пакетные истории, да, они как раз таки призваны для того, чтобы перекрыть доступ к кислороду, чтобы реакция шла, как бы, да, как будто бы ей там дали пинка под зад, то есть очень-очень ускоренно. И, соответственно, очень многие надеются получить более светлый результат. Действительно, это так и есть. Если вы перекроете, то, конечно, да, реакция будет сильнее, результат будет светлее. Но я вас должна предупредить, что с такой вот ситуацией, как у девушки с супер пересветленными волосами, реакция будет идти усиленно не только на ваших корнях, а и также на тех вот участках, куда она залезла еще раз порошком с 6% окислителем. Это не очень хорошо потом может отразиться. Если немножко передержать, то просто все может отвалиться к чертям, и вы останетесь маленьким милым ежиком. И потом придется записывать видео на YouTube, как отрастить волосы с нуля. Поэтому, если вы не хотите проводить над собой такие эксперименты, девочки, никогда мы никаких пакетов не делаем. Отговаривайте, пожалуйста, мам, бабушек, тети, дяди от вот этого вот совкового заворачивания в пакеты, потому что лет, наверное, 7 назад на канале НТВ вышла передача, где девушка замотала вот так вот в пакет какую-то бытовую краску. Реакция пошла настолько интенсивно, что там чуть ли не пар, и она побежала смывать, и, в общем говоря, и там просто все смылось практически с волосами. В итоге она осталась лысой на всю жизнь, потому что она получила очень сильный ожог. Девочки, осталась лысой на всю жизнь из-за пакета, поэтому читаем обязательно инструкции. Я не могу понять вообще, у нас как-то в обществе, я понимаю, что не принято читать инструкции к холодильникам или к стиральным машинам. Я понимаю, там большой талмуд. Прочитать инструкцию, там, не знаю, наполовину листика А4 красками, мне кажется, под силу каждому. Вас для этого и учат в школе читать, для того, чтобы вы могли прочитать инструкцию краски и не жечь свои волосы просто до пепла, понимаете? Ни в одной краске, ни один производитель, ни один непрофессиональный, ни даже бытовой, не советуют, нигде не пишут: замотайте нашу смесь со своей головой вместе в пакет, да так, чтобы там, в общем говоря, все дымело. Никто так не пишет, поэтому не надо так делать. Это реально риск получить такие ожоги. И дальше девушка выдерживает по ее таймеру 20 минут, идет пить чай. И, конечно же, для того, чтобы после того, как она нанесла, 20 минут это недостаточно для реакции. Максимум, как я уже говорила, можно 50-55 минут держать после того, как все произошло. Дальше она моет шампунем с кондиционером, ну и смотрится, да, кажется, что вроде все ничего, молодец девушка, да, круто все делает. И дальше мы видим надпись на экране, что подождите немножко, высушите свои волосы, подождите сутки и приступаем к осветлению снова. Посмотрите, у нее получился достаточно хороший фон осветления, который при грамотной тонировке можно вполне свободно затонировать, и это бы сравнялось с ее основной длиной. Но что мы видим? Девушка опять наносит кокосовое масло, и вы должны понимать, что сейчас она будет осветляться на 6% снова, девочки, снова. Это происходит из-за того, что она просто не додержала там этот 6% окислитель, он бы просто шикарно осветлил. И также еще причина в том, что у нее были очень хорошие корни. Та часть участка, которая возле корней, они прям беленькие, а то, что подальше, да, это вот такая вот желтая полоса. Именно поэтому я всегда вот девочкам говорю, которые ко мне ходят, да, блондинками, что не надо, пожалуйста, запускать корни просто, потому что потом вот это вот, да, по-хорошему исправлять, это трехэтапное просто осветление, когда мы сначала осветляем вот эту длинную полоску, потом уже корни, потом уже все это вместе тонируем. Но, в общем говоря, это просто очень дорогая работа, очень долгая, поэтому, конечно, блонд это такая вещь, которую однозначно не стоит запускать. Мы видим опять замес пудры, это огромнейшая ошибка. Никогда мы не осветляемся повторно порошком, да тем более еще на таких больших процентах. То есть девушка недавно осветлилась, посмотрите, у нее корни, вот именно корни, да, этот сантиметр,
он белый как стена, куда ты еще просто осветляешь, ты сейчас лысая, короче, останешься. И так там волос, простите, ну как бы не очень, да, много. То, как выглядят волосы, это исключительно следствие того, что девушка с ними делала до этого. И снова шапка. Это просто, ну, на самом деле, знаете, когда с первого раза волосы не отвалились, то хочется попробовать еще раз, чтобы, знаете, уже какой-то трэш произошел наверняка. После этого, посмотрите, в каком состоянии волосы, они даже немножечко стали вот кучерявыми у корня. Когда такое уже происходит, это значит, что волосы просто на грани того, чтобы пару минут и просто уже отвалиться. Вот такая вот консистенция, да, когда волосы, которые в порошке, начинают идти очень жесткой волной, это значит, что не просто уже пора смывать, а пора было смывать минут 10 или 15 назад. Это, ну, это вообще просто невероятная дурость и глупость. Повторно 2 раза на шестерке осветлять вместо того, чтобы 1 раз на шестерке поддержать какое-то количество времени. И очень многим людям кажется, что если там они 10 раз на троечке осветлят, это будет менее вредно, чем 1 раз на шестерке. Но нет, девочки, вот эти все нанесения и вот это вот такая буферная реакция, да, непосредственно самого порошка с окислителем, как раз таки самое вредное, да, то, что есть. На самом деле лучше 1 раз там осветлить корни на шестерке, они будут идеально совпадать с длиной, чем вот это вот миллион раз осветлять и не додерживать просто. На 20-й минуте именно столько девушка у нас задерживает, как раз таки только реакция начинает вступать в свои права, скажем так. И дальше у нас классика американского ютуба, тонировка от бренда Wella с окислителем, и, по-моему, она тоже 6% окислителем идет. Девочки, мои подписчицы, которые живут в Америке, они говорили, что вот эта тонировка от Wella, она типа воняет аммиаком так, что там просто, не знаю, все окна на балконе надо открыть, еще соседи, понимаете, постучат к вам и спросят, чем вы тут таким аммиачным занимаетесь. Посмотрите, в каком состоянии волосы у девушки. Если после первого осветления они были гладенькие, да, видно, что по структуре они гладкие, то здесь даже в тонировке видно, что они начали просто вот так вот кучерявиться и как-то очень странно лежать. И мне на самом деле просто страшно, что с этими волосами будет в дальнейшем. То есть не в ролике, да, а как-то все будет в реальной жизни. Очевидно же, что волосам уже у корней очень-очень плохо от вот этого вот двойного осветления. Девушка делает все очень грамотно, да, сначала нанесла тон на корни и потом уже только немножечко растянула по длину, потому что если вот этой фиолетовой сказкой просто плюхнуть на всю эту белющую, как стена, длину, то оно еще будет просто фиолетовое в лучшем случае. В худшем случае будет фиолетовое в пятнах, потому что такой очень осветленный волос, он уже не держит абсолютно никакой пигмент, потому что он белый, и этот волос просто уже с вами потихонечку прощается, когда он такого цвета. И это означает то, что ни в коем случае мы не осветляемся до такого очень сильного цвета. Вот девушка смывает это все в душе, пользуюсь каким-то шампунем, я не знаю этот бренд, и шампунь, кондиционер, и вот то, что у нее было до этого, и вот такой вот очень-очень светлый блонд, объемная укладка, это все смотрится очень неплохо, но, девочки, могу вам сказать, что такого белоснежного блонда, если вы попытаетесь дома достичь, то, вероятнее всего, вы просто останетесь лысой. Вообще, осветление до такого супер светлого оттенка, оно чревато тем, что вы, во-первых, у вас может отломаться вообще вся длина волос, просто практически от корня. Второе, вы можете получить ожог, потому что такие очень светлые оттенки блонда, они требуют очень-очень высокого, да, фона осветления. В русской, будем говорить, да, в советской системе обучения тонов осветления у нас 10, да. Очень многие меня парикмахеры какой-то старой советской закалки, они меня пытались подловить. Жанна, нет 11 и 12 фона осветления. Девочки, а это что, 10-ка по-вашему? Это же просто, ну, белые волосы, как стена. Но в американской системе есть такая вещь, как 11-12 фон осветления. Вот это уже 11-12. То есть это когда уже на 11, если волосы еще, знаете, стоят так в проходе и говорят вам, ну, может быть, я уйду и отвалюсь сегодня, а может быть, я подожду до завтра, то на 12 фоне осветления они вам уже говорят, мы завтра все уходим в раковину. Несмотря на то, что это на камере очень красиво смотрится, и это сделано, да, объемная укладка, потому что очевидно, что у девушки волосы не такие, да, это сделано для видео, для того, чтобы снять красивый туториал, то в реальной жизни, я вас уверяю, это все смотрится очень-очень плохо. Крайне опасно осветляться дважды по одному и тому же месту порошком. Это можно делать исключительно по длине, но ни в коем случае не в прикорневой зоне, потому что вы просто рискуете
вы просто рискуете остаться лысой, это раз. Во-вторых, вот такие вот экстремального оттенка блонда, я понимаю, что у нас большинство женщин, да, у нас тяготеет к такому цвету, они хотят быть очень роковыми, такими, чтобы, знаете, они заходили в комнату и все просто штабелями укладывались к их ногам. Но, девочки, если вы будете лысой, в лучшем случае какие-то любители лысин будут укладываться к вашим ногам, но никак не те кандидаты, на которых вы рассчитывали. Поэтому подумайте, пожалуйста, адекватно, да, сможете ли вы поддерживать и сможете ли вы грамотно добиваться такого блонда. И если на молодой девушке, как сегодняшний автор, да, этого видео, данный вид окрашивания, да, смотрится достаточно хорошо, именно ввиду ее молодости, то когда там женщине хорошо за 40, за 45, то такой цвет волос, ну, будем говорить, очень сильно дешевит образ. И я знаю, что сейчас будет просто после этой фразы срач опять, да, в комментариях по поводу белого блонда, девочки, но вы меня ни с чем не переубедите. Я тоже делаю такие очень светлые блонды, да, потому что это очень коммерческий такой запрос. Но мы делаем это по-другому, мы осветляем до 10-го фона осветления и потом просто тонируем с нейтрализацией, и вы можете посмотреть в моем рабочем инстаграме. Но это все еще остается 10-й фон осветления. Но когда вот это начинается порошковое отбеливание, понимаете, вот эта большая стирка волос с трехкратным, либо с двухкратным осветлением, это, честно говоря, просто до поры до времени, пока волосы начнут ломаться, и потом это все заканчивается чем? Потом девушка пытается закрасить белое пятно своей жизни в виде этого блонда в какой-то более натуральный цвет, под свой цвет волос. Начинается у нас эпопея отращиваю свои волосы. Поэтому подходите, пожалуйста, разумно. У меня на канале очень много есть туториалов, как сделать различные виды блонда и при этом не повредить волосы. Поэтому, пожалуйста, посмотрите их, обязательно оставлю ссылку на целый плейлист, где просто очень много туториалов. Всем спасибо за просмотр и всем пока!